На дворе 2024 год, и он близится к концу. Скоро будет уже как 3 года, как мы живем в самых масштабных санкциях в истории человечества. И самое страшное, что моделизм тоже попал под эти чудовищные санкции. И если с моделями особо проблем нет, как я показала в одном из своих предыдущих видео, то с расходниками и химией все не так однозначно. Многие моделисты подсели на свою химию, и слезать с испанской или японской иглы боязно и некомфортно. Но мы русские, выход всегда найти можно. Например, для черного цвета можно разводить в воде сажу от костра, а для белого, например, потолочь мел, а для зеленого давайте возьмем свежие травки и хорошо ее выжмем. И вот, собственно, и все санкции нам не страшны. Но если серьезно, то земля русская славится широкой гаммой производителей химии для моделистов. Причем таких производителей было и полно и до СВО. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегвсегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И до всех этих событий, когда меня подписчики встречали в реальной жизни, всегда спрашивали, действительно ли я пользуюсь отечественными красками, или же все это постанова. В кадре я заливаю российскую краску в аэрограф, а потом я выключаю съемку, выливаю русский акрил в унитаз и заливаю божественный испанский нектар. И потом уже крашу все по-настоящему. И такие догадки для меня тогда казались очень дикими. Я до своей карьеры блогера активно пользовалась отечественными красками. И причина была тут вовсе не в патриотизме, а просто в прагматизме. Баночка стоила значительно дешевле. И порой разница была, наверное, раза в 2, если не больше. А результат покраски все-таки зависит не от химии, а больше от мастерства моделиста. Например, какое-то время еще в юности я пользовалась нитрокраской от Звезды. И до сих пор я помню этот запах растворителя и вспоминаю ностальгию. За свою карьеру я попробовала множество красок. У меня на столе были краски от Звезды с черной крышечкой, Тамия и множество вариантов испанской краски. Я даже пользовалась Аканом. И, кстати, рецепт их цвета 4BO есть в сети, только не смейте его гуглить. Долгое время я сидела на Pacific 88. Русский акрил мы не бросим, в аэрограф льем Pacific 88. А если составить рейтинг отечественных красок, то для аэрографа на первом месте для меня из водных акрилов будут Gemscale, Pacific 88 и Arma. И никому я из них не могу отдать стопроцентное предпочтение, потому что они примерно все одинаковые по качеству. На втором месте Zip. И это только из-за того, что нужны некоторые знания и навыки при работе с этими красками. А потом уже идет Акан. Больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Водные акрилы российские производители вполне на уровне зарубежных аналогов, а вот со спиртовыми красками тут есть некоторые нюансы. Вообще долгое время русские парни не могли раскрыть секрет спиртовых красок. И тут, видимо, что русский спирт просто идет на другие цели. А пока почти одновременно на рынок вышли Machete и Gemscale. И в этом видео я хочу рассказать маленькие хитрости о применении красок Machete. Хоть производители пишут, что это водные акриловые краски, но мне кажется, это больше спиртовые. И они очень сильно по своему качеству напоминают краски от Тамии. Тут похожие консистенции и чем их разбавлять. Например, фирменный растворитель Machete, который, собственно, рекомендует производитель к использованию, состоит из спирта и дистиллированной воды. А что же у нас еще состоит из спирта и воды? 10 секунд на размышление, и, конечно же, это водка. В теории в качестве растворителя можно использовать самую дешевую водку. И в крайнем случае сойдет и обычная вода. Но я очень рекомендую использовать именно фирменный растворитель от Machete. Тем более, что он не сильно дороже чекушечки из пятерочки. И, кстати, Тамию тоже можно было разводить водкой и водой. И что это косвенно указывает на их родство этих красок. А вот, к примеру, со спиртовым акрилом от Gemscale все не так очевидно. Хоть это и спиртовые краски, но разбавлять водой или водкой, а тем более мачетовским растворителем, их нельзя. Краски просто свернутся, превратятся в такой творожок. И в основе фирменного растворителя от Gemscale лежит ацетон. И по рассказу самого производителя, если разбавлять эту краску не фирменным растворителем, то нужно только использовать чистейший спирт, стопроцентный, потому что вода сворачивает краску. И при этом мои зрители часто присылали случаи, когда спиртовой лак от Gemscale, разбавленный их фирменным растворителем на основе ацетона, просто разъедал предыдущие слои краски от других производителей. Что и логично, ведь ацетон и должен разъедать краску, и даже не только краску, а сам и пластик.
И давайте перейдем к лайфхакам, которые полезно знать при работе с красками мачете. Я разбавляю эти краски растворителем в аэрографе примерно 1 к 1. И каждый раз я это делаю просто на глаз. Также я очень рекомендую перед применением, особенно глянцевые оттенки, очень хорошо смешивать баночки и даже воспользоваться, например, зубочисткой, чтобы хорошо перемешать. И это особенно актуально именно для глянцевых оттенков. Для матовых это менее критично, их можно сразу залить в баночку после смешивания. Видимо, частицы, которые отвечают за глянец, просто оседают довольно сильно на дне баночки. Линейка красок мачете условно делится на 2 класса. Это матовые и глянцевые краски. У глянцевых в начале их обозначения есть буковка Г, обозначающая глосс, но у матовых, соответственно, М. И при этом обратите внимание, что краски мачете подвергаются полировке для более блестящего финиша. И, конечно, это вам не даст стопроцентный блеск, в отличие от полировки лака, но для старых автомобилей такого ретро-флера вполне сойдет. Особенно полировкой можно справиться с шангренью, которая может возникнуть, если вы неправильно подобрали давление в аэрографе. Вопрос к цветам. И сейчас их в линейке довольно много. И в некоторых моделях от АВД, например, стали появляться вот такие инструкции, которые вам помогают очень легко подобрать нужный оттенок. И если в тематике гражданских автомобилей там полна гамма красок, и вам выдан полный карт-бланш на выбор цвета, то с армейской техникой есть небольшие нюансы. И, например, у мачете есть широкая гамма зеленых оттенков, и мне удалось подобрать довольно идеальные 3 оттенка, которые я довольно часто использую. Это 4BO2 хаки, это Ivy Green и также Army Dark Green. Довольно универсальные оттенки для советской техники всех периодов, ну и для современки. 4BO2 хаки – это самый универсальный цвет. Без смешивания с другими цветами им можно красить армейскую советскую технику в послевоенный период и до самого распада СССР. Например, как у этого КРАЗа покрашена кабина. Довольно такой интересный светло-желтоватый оттенок зеленого. А Ivy Green подойдет для советской техники времен Великой Отечественной войны. Например, как я покрасила вот этот ЗИС. А Dark Army Green хорош для современной российской техники. И, например, этим цветом я покрасила Ураган, правда, он у меня еще не совсем собран. И да, хоть и Ураган это советская машина, но, судя по фото прототипа, ее, видимо, просто перекрасили во время капитального ремонта в такой серо-зеленый цвет. И, в принципе, я результатом покраски очень довольна. Хорошо отражает оригинальный оттенок. И, кстати, белый цвет от мачете мне показался самым удачным из всех других оттенков белого цвета от других производителей. Он довольно плотный, и он отлично перекрывает темные цвета на предыдущих слоях. Например, это очень актуально для покраски пожарных машин. Также у мачете есть 2 черных цвета, и с ними тоже все не так однозначно. Один глянцевый, он называется шасси Black, и он намекает своим названием, что им надо красить шасси. Но мне показался этот оттенок уж очень чересчур глянцевый. Наверное, он больше подойдет для каких-то кузовных деталей. А вот Tear Black, то есть шины черный, мне кажется, просто идеально подходит для рам советских грузовиков. Краска, кстати, отлично дружит с грунтами от Gemscale и от Mr. Hobby, и также от Звезды. И вообще еще в конце хочется сказать, не бойтесь пробовать. И все-таки качество вашей модели не зависит от вашей краски. Ну, может быть, в какой-то степени да, но не так сильно. Например, я не могу лично отличить по модели, чем я ее красила, мачете или же Pacific 88, абсолютно одинаковый результат. Надеюсь, это видео вам помогло в освоении краски от мачете и даже заставило вас ее попробовать. А если это так, то спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.